ожидал, не ожидал. Опа, 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 опа. Так. Он этого не ожидал, но я его не завалил. Вот он. Смотри-ка, не попал с первого раза. Ну что, П2. Хоть и устаревшая модификация. Но, на мой взгляд, интереснее, чем ее более младшие модификации ОП 2.1 и 2.2. Игра начинается с того, что мы оказываемся вот здесь. Перса, который нам помог, дал пистолет, зовут Звездочет. Как мы знаем, по игре Тени Чернобыля он нас вытащил из вот этого грузовика смерти. Ну, по этому грузовику смерти у меня есть ряд вопросов. Если кто помнит ролик, этот грузовик смерти ехал на свалку. А откуда он ехал? У меня вопрос. Пистолет у нас без патронов. Надо где-то разжиться патронами. Вот там я вижу трупик. Давайте посмотрим, что у него есть. Ничего нету. Ну, не повезло. Иногда здесь бывает хороший комбинезон сталкера. На первое время. Фонарик здесь замечательный. Вот в этих ящиках иногда бывает, что что-то респается. Ну, это мы потом проверим. Первый тайничок у нас вот здесь вот. Тут главное аккуратно спрыгнуть. Подбираем батончик. Скидываем лут. Теперь у нас есть патроны. Наша задача добраться до деревни новичков. Облутать там. Самое нужное для нас. А потом мы в пещеру не пойдем. Мы пойдем в бар. Мужики, подскажите, что за фигня? Таскаю арты на поясе уже 3 месяца и все ничего, а сегодня половина камнями стали. Пипец. Выводы очевидны, вас та же херня ждет. Арты – штука не вечная. Это настоящий голос Архары. Во время таких красных смс-ок нельзя сохраняться, что-то делать, открывать инвентарь и так далее. Желательно дать этим скриптам отработать по полной. Вот здесь мы видим, это ферма. Лежит трупик. И, как говорил Звездочет, есть какой-то хабар. Ага. Мобы эти плоти, их в принципе очень легко обмануть. Так, где тут наша водка? Вот. Просто можно бегать от них, и тогда они вас не цапнут. Вот это блокпост, про который говорил Звездочет. Пройти через него можно только с помощью водки. Но мы знаем другие пути. И тут их далеко не один. Но сначала... Да, по поводу сохранений. Сохраняйтесь как можно чаще. УП-2 это такая игра, которая требует постоянных сохранений. Так, мы сохранились.
И пытаемся запрыгнуть в вот этот грузовик. Тут еще водка, пистолет ТТ и патроны к нему. Самый быстрый, удобный способ — это перелезть вот здесь вот. Желательно всегда сохраняться перед тем, как вы это будете делать. Давайте подойдем к военным. У них уже есть квест для нас. Не у них, а... Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. А конкретно у майора Кузнецова. Обещаем вам принести 10 бутылок водки. Так. Сначала давайте найдем броню. Возьмем и спрячем канистру. Ну, ничего, нету, не повезло. Если мы внимательно будем все обыскивать, мы довольно-таки скоро уже раскачаем своего персонажа. Поэтому везде лазите, все обыскивайте. Кидаем этот ящичек. Так называемый сюрприз-бокс. Есть ящики, в которых рандомный лут спавнится, а есть ящики, в которых строго определенный. Может, конечно, ничего не заспавнится. Подбираемся к этому артефакту. Берем его через инвентарь. Ну и сразу, так как он радиоактивный, кладем его в нычку. Водку тоже здесь оставим. Следующая нычка на этой крыше. Прыгаем мы хорошо, замечательно. Весь лут проваливается под текстуры. А здесь у нас пачка. Да, пачка 5,45 и глушитель. Так, теперь вот я думаю, здесь тоже был какой-то ящик. Угу. Сейчас здесь его нет. Так, следующая нычка находится на краю локации. Сбегаем сейчас за ней. Никого не убивайте, никаких кабанчиков, собачек, крыс. Это на нас военные агрятся. Для того, чтобы срезать с них запчасть, нужен нож. А ножа у нас пока нету. Но он скоро будет. Вот эта нычка. Также берем через инвентарь, чтобы нас не ударило. И вешаем его. Довольно-таки неплохой арт.
восстанавливает ХП, уменьшает радиацию. То, что нам надо. Ну, а побочные эффекты... Так. Аккуратно. Ну, а побочные эффекты... Они незначительные. Так. Теперь бежим в сторону деревни новичков. Так, вот здесь у нас необходимо почистить по возможности. Возьмем ТТшку. Она более убойная. Вот этих вот кабанчиков желательно почистить, чтобы они нам не мешали. Так, кабанчик. Ну да, ничего нету. Угу. Командир, там придурок какой-то внизу шляется. Шпнем? Отставить. Мне хрен на мелочь боезапас тратить. Ну пусть живет. Ну, улетай уже. Как только мы обыщем этого персонажа, вот там на пригорке заспавнится снайпер. И, как правило, он с одной пули, с одного попадания убивает ГГ. Поэтому здесь всегда надо сохраняться. Мы сохранились. Давайте обыщем. Я сейчас покажу ее вам. Вот, видите, он стреляет. В принципе, можно пойти в наглую его и убить, но тут надо мансить. Поэтому давайте вам покажу самый лучший, самый быстрый, самый оптимальный способ, как его можно убить. Для этого я убивал кабанчиков, чтобы они не мешали. В отличие от собачек, вот если собачка одна остается, она убегает. Кабаны не убегают. Ну вот. Зараза. Так. Когда вы используете бинты, аптечки, оружие убирается. Не забывайте про это. Передвигаться можно вот так, прыжками. То есть присели и прыжками передвигаетесь. Вот так вот. Если вам хочется слить хороший тайник, вы можете сохраниться здесь перед обыском, а потом обыскать. И если вам повезет, выпадет тут довольно неплохой тайник, так как этот персонаж мастер. Ну, нам не повезло. Идем дальше.
Да, вот там есть хабар. Но нам мешает аномалия. Чтобы ее убрать, достаточно сохраниться, а затем загрузиться. Ну вот, аномалии нету. Патрончики, аптечка, бинтики. Все это надо, все это пригодится. Напоминаю, сохраняйтесь почаще. Соберем лут в этой деревне. Все это нам пригодится. Тут только бинтики. Так, возьмем другой пистолет. Все то же самое берем через инвентарь, чтобы нас не ударило. Кровь камушка. Пригодится. Оце майстер. Та досить уже. Здесь на чердаке лежит водка. Тоже заберем ее. Теперь. Есть водка на крыше вот соседнего дома. Если вы первый раз играете в Сталкер УП-2, то желательно использовать возвращатель. Нажимаете на клавишу возвращателя 2 раза, для того, чтобы не было мучительно больно, если вы промахнетесь мимо того домика, не долетите или упадете. Вот слышите звук? Так, меня кто-то видит. Лишь бы это были не военные. Ну вот здесь вот можно пролезть в низком приседе. Здесь, по-моему, 5 бутылок. Возьмем еще одну бутылку водки и аптечку. Рекомендация от мастеров всем новичкам и не только. Нынешние рюкзаки без знаков качества при переноске тяжелых грузов могут просто лопнуть или у владельца пуп развяжется от тяжести. В принципе. Вы признаете, что в трезвом виде... Давайте еще заберем. Кое-какой лут. Ох. Так. Вот там тоже в коробочках лежит артефакт. Но мы его брать пока не будем. Пускай лежит. Так, в принципе. Все самое главное мы здесь сделали. С доктором, который находится вот во втором подвале, мы не говорим. Лекарства у него пока не берем. Наш путь теперь на свалку, потом в бар. Так, бандосик. Сохраняемся.
А где? Ага. Вот смотрите, идут бандосики. Вот эта группа бандосиков, она идет из темной долины, по всей видимости, на болото. Надо, конечно, ее разъяснить. Так, подойдут они сюда, нет? Так, они к нам не идут. Так, давайте сейчас попробуем сделать вот так вот. Сохранимся сначала. Так, наша задача как-то сагрить этих бандитов. Не, увидали. По идее, они сейчас все сюда должны подойти. По идее. Попробуем их встретить. Угу. Идут. Тут самое главное, чтобы они Кузнецова не замочили. Кузнецов у меня смертный. Блин. Угу. Они уже здесь. Ты зараза такая, а? Ну что, с той стороны уже стоят. И там бегают. Так, 5 рыл, да? Хм. 6. И целится ведь откуда-то в меня. Так, ну вот, когда проходит больше 15 секунд, NPC ГГ теряют, если они его не видят. Ага, они где-то здесь. Ага, ну вот. Один остался. Нет, двое. Сейчас мы попробуем их найти. Ну вот, видите, мы почти не стреляли. Так, где-то он здесь ходит. Мы почти не стреляли, и эта тактика самая правильная. Нам с пистолетом так, кто тут у нас бегает-то? Павлуха Глыба. М?
Давайте сохранимся на всякий случай. Нет у меня желания переигрывать. Где же он ходит-то, а? Так, его увидали. Да никуда он не денется. Нету его. Куда же он двинуть мог? Да, куда же он двинуть мог? Он бежит, бежит. Ты лучше не нарывайся. Выходи сам с поднятыми руками. Ну все. Угу. Ну все. Бандит умер. И Кузнецов с подчиненными ушли. Собираем лут. Откуда можем. Экзик. 2 экзика. Так, что тут у нас есть интересного? Меня вот интересует, куда делся бандит, который был в куртке. Он же тоже с ними ходил. Так. Да. Ну ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Ну вот так, в принципе. Давайте сбегаем еще к Кузнецову. Так, сохранюсь-ка я. Посмотрим, может там из вояк кого замочили. Ну да, кого-то убили. Что это? Чего стоишь, сталкер? Так, Хочешь Кузнецов пройти, жив. иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Угу. А тот пандос, судя по всему,
Куда-то ушел, уже далеко. Мы его не догоним. Так, обратно пойдем. Через вот этот вот тоннель. Идем за электрой. Так. Идем за электрой. Первым делом надо забрать канистру, иначе она взорвется. Вот этот вот документ не берем. Так. Так, что-то не берется. Так вот она. Наверное, надо с той стороны зайти, чтобы он взялся. Через инвентарь. Ну да. Так, выходим из тоннеля. И теперь идем на свалку. За этой электрой можно просто пройти. Вот в эту сторону. Так, надо обязательно сохраняться. Следующая задача — это бандосы рядом с Акимом. Добегу я до Акима и включусь. Кстати, трупик надо обыскать. Пойдет. Всегда сохраняйтесь. Да. Гондурасы. Угу. Обходим, джентльмены удачи, блядь. Абразины, вперед на амбразуру. Ай, бля. Через кусты стреляет. Ну да. Ой, да ну нахуй. Где твоя пушка? Угу. Ну, отсюда запрыгнуть сложно, но можно. Опять-таки, возвращатель и туда. Вот с первого раза у меня никогда не получается. Угу. 2 пачки патронов и все. Вальтер, судя по всему, ворует таким. Вот он. Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Только сейчас куплю задорого, продам задешево. Мы берем квест на 40 рук зомби. В продаже 3600, обалдеть. Так.
Слушай, я И забыл. разошлись, как в море корабли. Что ж ты так орешь-то, а? Забыл оставить канистру, надо ее выложить. Мгм. Ну, это нам, возможно, пригодится. Это мы пока оставим тоже здесь. Ну все, кордон мы в принципе прошли. Встречаемся на свалке. Вот мы на свалке. Так. Что у нас здесь? У меня ничего нет, не стреляйте! Давайте поможем. Это бандиты, помоги! Сволочь! Спасибо, друг. Я твой должник. Да. Внимание всем! Говорит Бес, командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что кто может помочь, присоединяйтесь. Поговорим с Юриком. Возьмем у него квест. Опять-таки, сохраняйтесь как можно чаще. Напоминаю. Как же здесь аномалии неаккуратно расположились, а? Ну, подорвали, пацаны! Обходим, джентльмены. Не достаем. Вали, вали его! А ну, сорвать их по мусалам! Ну вот, конечно, можно было их и не трогать, пробежать мимо. Ну, давайте пофармим немножко. Готовы. Тем более у Сидоровича есть квест на них. Их можно, говорю, не убивать. Пробежать. Но дело в чем? Если мы зайдем в раздел «Данные», ранги, чем больше мы убьем противников, тем больше у нас будет ранг. А чем больше у нас ранг, тем больше боев мы можем выполнить на арене. Так, здесь у нас тоже, если кто играл в ТЧ, знает, то здесь у нас респится два бандосика, на которых у Сидоровича есть квест. Но в АП2 этот квест у Сидоровича удалили, поэтому убьем их всех без квеста. Сейчас они поближе подойдут сюда.
Что, не по кругу ходят, что ли? Смотрите, Одного вроде убил. Угу. Да. Да зараза такие. Кусаки. Оружие все разряженное. Сейчас я заберу дробовик. Так. Я думаю, ничего страшного, что мы идем так. Да что ты будешь делать, а? Ну, артефакт надо забрать. Опять-таки, сохраняйтесь почаще. И вот это вот, конечно, ни к селу, ни к городу. Ну вот. Сейчас он убьет этого притворяшку. Что за кривой спавн? Я не понимаю. Убил он его? Убил. А здесь сидит дружок притворяшки. А, кстати, этот попрыгунчик прыгает хорошо. Так, опять-таки сохраняйтесь почаще. Если что и упало, то упало вниз. Так. Попробуем сейчас. Некогда нам ждать, пока он наестся. Внимание, видел группу наемников на свалке. Вероятно, разведка без задания. Убегаем, убегаем, убегаем. Самое лучшее место для отстреливания это здесь. Так, наемники заспавнились. Не забывайте сохраняться. Я вообще хотел, чтобы этот попрыгун зацепился с наемниками. Ну что-то как-то не очень они цепляются почему-то. Ну, может быть, сейчас. Да. Ну вот, вроде бы зацепились они с наемниками. А его довольно-таки сложно убить. Ну пускай там они повоюют. Мне потому что
С этим попрыгуном не справится. Так, одного он убил. Так. Ну да. Кого зацепит, на себе тащить не буду, ясно? Ну, придется, наверное, к долговцам его вести. Двинулись. Так, наемники у нас собрались все здесь. Он где-то здесь. Да что ты будешь делать? Нужно найти. Пошли, пошли. Никого не убил. Так. Где же он укрылся? Где же он укрылся? Да. Тише, ищем. Ну вот, как я говорил, проходит 15 секунд, и враги нас теряют. И сюда. Да. Ну, пойдемте собирать добычу. Опять-таки, не забывайте сохраняться. Мои кошаки. Так. Ну, кошаков-то я убью, пожалуй. А вот того товарища сомневаюсь. Тут он двоих, да, замочил? Так.
Ну, пойдемте потихонечку. Мы уже перегружены. Да. Вот что за дикий респ, я не понимаю. Откуда псевдогигант на свалке в самом начале игры? Так, все нормально. Сталкер, ты ушел на территорию подконтрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Я в баре. Нужен человечек для поиска клада. Щедро расплачиваюсь за работу. Вот нам и надо. В бар к Лысому. Он откроет нам доступ. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сохраняемся. Сейчас будем Сталкер, вали проходить. отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Ну вот. Прошли. Прошли в бар. А с вами встречаемся уже в баре.